Всем привет! В этом ролике вяжем детскую юбочку. Я вяжу на девочку с обхватом талии 50 сантиметров. Юбка на широкой резинке. По низу юбки у нас сетчатый узор. Вязать будем из пряжи Розетти Люмен. Секционная пряжа в составе 70% хлопка и 21% вискозы. Мой цвет 121,04, такой яркий летний желтый. Мотке на 50 грамм 123 метра. Для работы рекомендуется спица номер 4, мы будем вязать на спицах номер 4. Пряжа тактильно очень нежная, приятная, а главное натуральная. Тело дышит, идеальная пряжа на лето. Пряжа шнуркового типа. Здесь длинные секции хлопка сменяются секциями вискозы. Очень красивая, интересная пряжа. Для вязания юбки нам понадобится широкая резинка, ширина моей почти 5 сантиметров. Я вяжу на обхват талии 50 сантиметров, отмеряем 50 сантиметров нашей резинки, плюс 1 сантиметр оставляем на сшивание. Здесь ее отрезаем, замыкаем резинку в круг и сшиваем обычной иглой с ниткой. Проходимся швом сначала по одному краю резинки, затем по второму. Замкнули резинку в кольцо, вяжем образец. После ВТО считаем плотность. У меня в 1 сантиметре 2 петли и 3 ряда. Сейчас нам надо обвязать нашу резинку. Обычным способом набираем количество петель, равное обхвату талии. У меня 50 сантиметров, умноженное на нашу плотность. У меня 2 петли. Я набираю 100 петель. Плюс 1 петлю набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, следим за тем, чтобы коса наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Поправляем. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Повесим маркер начала ряда. Резинку обвязываем лицевыми петлями. Только первую петлю провязываем за заднюю стенку. Это наша соединительная петля, она лежит по-другому. Далее все петли всегда будем вязать за передние стенки по кругу. Связать нам надо такую высоту, чтобы она обернула нашу резинку. Ширина моей резинки 5 сантиметров, соответственно, мне надо связать 10 сантиметров в высоту. По моей плотности это 30 рядов. Вяжем все петли лицевыми по кругу на нужную высоту. Я провязала 10 сантиметров в высоту, 30 рядов. Вставляем наше кольцо из резинки, обворачиваем его и будем обвязывать. Петлю со спицы снимаем, разворачивая ее. Ищем эту же петлю, нашу первую петлю с другой стороны. Вот она, наша соединительная петля, у нее хвостик. Нам надо подхватить левую стенку петли наборного ряда, то есть дальнюю от нас стенку петли. Подхватили, переносим ее на левую спицу, возвращаем нашу снятую развернутую петлю и провязываем 2 петли вместе лицевой за задние стенки. Переснимаем петлю с левой спицы. Ищем дальнюю стенку следующей петли, подхватываем ее, накидываем на левую спицу, сразу же возвращаем нашу снятую первую петлю и провязываем 2 вместе за задние стенки. Вновь разворачиваем петлю со спицы, подхватываем левую стенку следующей петли, переносим 2 петли на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Таким образом будем выполнять обвязку всей резинки. Чтобы полотно не скосилось, важно не пропустить ни одной петли. И вот что у нас получается. Обвязали резинку, сзади аккуратный шов из изнаночных. В следующем ряду увеличиваем количество петель вдвое. Возвращаю маркер начала ряда, провязываем одну лицевую, делаем накид. Лицевая, накид, лицевая, накид. Таким образом вяжем до конца ряда. В конце ряда тоже не забудьте сделать накид перед кромочной. В следующем ряду лицевые провязываем лицевыми, накиды провязываем скрещенной лицевой за заднюю стенку. Лицевая, накид провязываем скрещенный. Лицевую за переднюю стенку, накид скрещенный за заднюю. Довязываем таким образом ряд до конца.
Далее будем вязать лицевыми по кругу без прибавлений на нужную нам длину юбочки. Но не забудьте, что по низу у нас еще узор и подгиб. Я провязала 20 сантиметров в высоту. По моей плотности это 60 рядов. Далее приступаем к узору. Делаем накид от себя, провязываем 2 петли вместе. Снова накид, 2 вместе. Накид, 2 вместе. Довязываем таким образом ряд до конца. Далее один ряд провязываем лицевыми по кругу, в том числе и наши накиды провязываем обычной лицевой. Вяжем до конца ряда лицевыми. Далее повторяем наш узор с первого ряда. Накид, 2 петли вместе. Накид, 2 вместе. Вяжем до конца ряда. Далее снова один ряд провязываем лицевыми по кругу. Таким образом нам надо провязать 8 рядов. Накид 2 вместе, ряд лицевыми. Провязали 8 рядов узора. Далее будем вязать подгиб. Вязать будем полой резинкой. Для этого нам необходимо увеличить количество петель вдвое. Провязываем лицевую, делаем накид. Лицевая, накид, лицевая, накид. Довязываем таким образом ряд до конца. В конце ряда тоже не забудьте сделать накид. Первый ряд полой резинки. Лицевые переснимаем, нить за работой, накиды провязываем изнаночными. Лицевую переснимаем, накид провязываем изнаночной. Вяжем так до конца ряда. Лицевые переснимаем, нить за работой. В следующем ряду лицевые будем провязывать, а изнаночные переснимать, но нить перед работой. Лицевую петлю провязываем, изнаночную переснимаем, нить перед работой. Далее будем повторять 2 этих ряда. Всего провяжем 10 рядов полой резинки. В первом ряду лицевые переснимаем, во втором ряду изнаночные переснимаем. И у нас формируется вот такое утолщение по низу юбочки, имитация подгиба. Закрываем петли, предварительно уменьшив их в 2 раза. Лицевую петлю разворачиваем, провязываем вместе со следующей петлей изнаночной, лицевой. Разворачиваем следующую петлю, провязываем 2 вместе, накидываем предыдущую. Снова разворачиваем лицевую, провязываем вместе с изнаночной, накидываем предыдущую. Разворачиваем петлю, провязываем 2 вместе, накидываем предыдущую. Закрываем таким образом петли до конца ряда. Мне осталось закрыть одну петлю. Нить вытягиваем, отрезаем, вставляем в иглу широким ушком, ищем нашу первую горизонтальную петлю закрытия и вводим иглу под обе стенки. Протягиваем рабочую нить. Далее нить уводим в середину той петли, из которой она выходит. С изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик прямо в нашу полую резинку. Далее отправляем юбочку на ВТО. Я стирала в машинке на режиме ручной стирки. Сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.